go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые трибридные наушники от компании CLS стоимостью $139, и приходят они в довольно небольшой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь указано название этой модели, а именно Yaksha, и присутствует логотип компании, но здесь находится QR-код для проверки оригинальности продукта, ну а сзади указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера, один диаметром 8 мм, а другой диаметром 10 мм. Еще здесь используется один арматурный излучатель от Knowles, а завершает это дело один микропланарный драйвер, но чувствительность составляет 105 дБ, и они получили сопротивление 12 Ом, поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Хороший кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Инструкция по использованию наушников. Фирменный кейс для хранения наушников. 3 набора силиконовых амбушюр. Ну и большая тряпочка для протирки наушников. Наушники очень крупные, выполнены из полупрозрачной медицинской смолы и имеют очень привлекательный внешний вид с 3D эффектом и крылатым узором в красной расцветке, но вы также можете приобрести вариант зеленой, если он вам нравится больше. И обратите внимание, что здесь на лицевой части правого наушника имеется надпись Yaksha, а на левом надпись CLS, но здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится единственное отверстие для компенсации, которое со своей функцией справляется на отлично, а на внутренней части уже вы можете без проблем разглядеть все используемые излучатели в этих наушниках, как два динамических драйвера, так и тот самый арматурный излучатель от Knowles, и, конечно же, микропланарный драйвер. И обратите внимание, что все это было между собой разделено кроссовером. Ну и звуковод у этих наушников получился оптимальный по длине, он не слишком короткий, имеет диаметр 5 мм, получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен сеточкой с узором. Ну и несмотря на свои довольно крупные габариты, сидят в ушах эти наушники прям отлично, и никаких проблем с их посадкой и удобством использования в моем случае не было. Да, конечно, стоит учитывать, что они довольно сильно выпирают из уха, но в остальном плане прям все хорошо, как и со звукоизоляцией, так и с комфортом. Да и комплектный кабель и амбушюры сразу идут очень хорошего качества, и можно использовать эти наушники с ними без каких-либо проблем. Но приобрести наушники CLS Yaksha вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Kinera на AliExpress, либо на их официальном сайте kineraaudio.com. Ну а все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников CLS Yaksha, и эти наушники имеют солидное усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 3 кГц. И обратите внимание, что он идет четко в паритете с моим таргетом, поэтому эти наушники точно не звучат для меня излишне энергично в этой области. Да и высокие частоты тут в плане своей продолжительности довольно хороши, хоть конечно и не рекордные, и они лишь плавно затухают после 13 кГц. Ну и как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем довольно такой базовый и около нейтральный тюнинг с довольно мощным басом, теплой и аккуратно подчеркнутой серединкой и слегка притемненными комфортными высокими частотами. И своего рода это очень комфортная и приятная на слух подача. Но давайте все же обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в CLS Yaksha — это, пожалуй, одно из самых ярких качеств этих наушников, сразу задающее общее настроение их звучания. Здесь бас подан действительно с хорошим таким запасом массы и теплоты, он плотный, пышный и увесистый, но не сваливается в какую-либо грязь или гулкость. Весь нижний диапазон в этих наушниках ощущается объемным и даже слегка расправленным, то есть звук здесь не был, так скажем, стеснен
сдержан и не зажат. Он дышит и обволакивает пространство вокруг слушателя как бы таким густым и мягким слоем. И эта добавленная теплота приятно подчеркивает вокал, атмосферные синтезаторы и низкочастотные ударные, делая музыку уже более уютной и телесной. И отдельного внимания заслуживается бас, который здесь не просто символический или формальный, а действительно ощутимый и глубокий. И Якша очень уверенно копает вниз, создавая фундамент, который буквально вибрирует под треком и добавляет пространству ощущения внушительной физической отдачи, что для 8-мм динамического драйвера, честно говоря, ну просто какое-то безумие. И при этом саббас тут не гудит и не превращается в какое-то бесконтрольное бубнение, так как он всегда держится под четким контролем, оставаясь упругим и текстурным даже на насыщенных партиях, что особенно хорошо слышно уже в электронной музыке или хип-хопе. Ну а мидбас у Якши это отдельный кайф для тех, кто любит живой и энергичный ритм. Тут нет какой-то вялой размазанности, и для Динамо атака реально тут подчеркнуто вполне себе отчетливо. Удары барабанов хлесткие, басовые рифы звучат очень бодро, с характерным таким панчем, который отлично структурирует уже ритмический рисунок и придает музыке необходимый напор. И такая подача делает эти наушники очень отзывчивыми к быстрой ритмике. И важно то, что несмотря на все эти, так скажем, около басхедные моменты, как заметный акцент на массе, глубокий саббас, напористый панч, бас у Якша не перегружает общую сцену и не поджимает пространство для остальных инструментов, так как общий контроль тут хорошо сохраняется даже на более сложных треках, и в результате низкие частоты тут получаются достаточно собранными и текстурными, поэтому можно сказать, что характер баса здесь был уверенно смещен в сторону басхедной подачи, но реализовано это все было очень грамотно и с хорошим балансом между весом и четкостью. В общем, низкие частоты в Celeste Yaksha можно описать как теплые, пышные и массивные, с глубоким и ощутимым саббасом, напористым мидбасом и отличным контролем всего этого богатства. Такой бас добавляет музыке приятную телесность и фундамент, делает звучание уже более обволакивающим и эмоциональным, но при этом не душит остальной диапазон и не превращает трек в какое-то гулкое месиво. Если вы любите, когда бас действительно чувствуется телом и дает музыке фундаментальный вес, то Якша точно смогут подарить вам именно это ощущение и при этом оставить все звучание цельным, собранным и увлекательным. Но средние частоты в Celeste Yaksha продолжает общее теплое и обволакивающее настроение этих наушников, создавая очень приятное ощущение естественности и комфорта при прослушивании. Тональная середина здесь откровенно теплая, но без перегиба. Нету никакой мутности, никакой-то ватности, а наоборот, в звучании присутствует даже слегка легкий оттенок живой эмоциональности, который делает вокалы и инструменты уже более насыщенными и даже слегка бархатистыми. Именно такую подачу легко слушать долго, так как она не режет ваш слух, не утомляет вас какой-то резкостью и не выпячивает острые пики, зато передает явную выразительность и телесность голосов, гитар и струнных, причем даже так, что они ощущаются чуть ближе к слушателю. И мне особенно нравится, как Якше удается найти вот этот максимально грамотный баланс между мягкостью и драйвом. Середина тут точно не превращается в какую-то вялую и отстраненную, а напротив, в ней есть умеренный напор и правильная доля эмоций, где вокальные партии звучат живо и выразительно, с достаточной энергии, чтобы удержать ваше внимание, но без какой-либо навязчивой агрессивности. И эта середина даже способна передать какой-нибудь едва заметный шепот на фоне и мощные припевы с надрывом. И все это остается теплым и даже слегка округлым по тональности, сохраняя узнаваемый уют этой модели. Ну и отдельно стоит отметить общую прозрачность этого диапазона, где несмотря на вот этот очень пышный и реально басовитый низ, средние частоты не теряются где-то там на фоне и не тонут в общей массе, так как внутри этого диапазона по-прежнему слышны нюансы переходных процессов. Например, атака инструментов и деталей здесь не размыта, инструменты и голоса имеют свой объем и текстуру, и в сложных миксах, где уже много гитар или слоев вокала, Якша демонстрирует неплохую разборчивость. Не рекордную, конечно, но очень даже неплохую, благодаря чему сцена остается связанной и целостной, а середина здесь не сваливается в какую-то кашу. Так что любители рока или акустики тут тоже останутся довольны. И в итоге средний
средние частоты в Celeste Yaksha можно назвать теплыми, мягкими и комфортными, но при этом не скучными, так как они хорошо сохраняют вот этот характер и правильную дозу драйва, чтобы вокалы и инструменты звучали уже более живо и эмоционально. И такая подача отлично подходит для долгого прослушивания, когда хочется, чтобы музыка вас обволакивала и расслабляла, но при этом не теряла своей насыщенности и выразительности. И самое главное, что это середина, которая не выпячивается и не утомляет, и не кричит на вас, а она просто здесь как бы очень органично вписывается в общее звучание этих наушников, добавляя ему ту самую душевность и уют, за который эти наушники так легко полюбить. Но высокие частоты в Celeste Yaksha — это, можно сказать, правильное и очень гармоничное завершение их общей теплой и комфортной подачи. Здесь верха точно не стараются удивлять вас какой-то яркостью, техничностью или сверханалитичной выверенностью, а наоборот, они чуть притемненные и поданы здесь мягко, без каких-то резких акцентов или агрессивной искры, которая часто утомляет в долгих прослушиваниях. Именно такой характер этой модели делает звучание верхнего диапазона максимально ненавязчивым и приятным, так как здесь нету какой-то искусственно добавленной светлости или резких пиков, как уже у более ярких моделей, которые могли бы увести общее настроение этих наушников в холод или излишнюю колкость. И при всей вот этой своей спокойной манере верха Yaksha сохраняют достаточную детализацию и прозрачность. И, например, тарелки, перкуссия и какие-то атмосферные элементы слышны разборчиво, с умеренным количеством воздуха, но без резкой избыточной остроты. То есть это те самые верха, которые аккуратно поддерживают звуковую сцену, добавляют нужное ощущение объема и дыхания, но не перетягивают лишнее внимание на себя. За счет этого и тембры здесь получаются очень правильные и естественные. Поэтому шейкеры, хай-хеты или послезвучие гитар звучат очень органично и очень мягко затухают, оставаясь по-прежнему теплыми по характеру. И особенно приятно, что такой подход к верхам идеально вписывается в общую концепцию звучания Celeste Yaksha в купе с массивным, но контролируемым басом и теплой и ненавязчивой серединой. И эти слегка притемненные и комфортные высокие частоты делают подачу уже более цельной, слитной и очень уютной. И ты можешь слушать их реально долго, не уставая от каких-то резких всплесков или ярких пиков, так как музыка в них словно тебя обволакивает, и все это звучит на выходе очень собрано и органично. В общем, как вы понимаете, высокие частоты в Celeste Yaksha можно точно назвать не супер техничными или эталонно-аналитичными, но зато они честные, правильно выстроенные по тембрам и лишены какой-либо лишней и неприятной резкости. И как по мне, это именно то звено, которое ставит в звучании теплую и деликатную точку, подчеркивая общее дружелюбие и комфорт этих наушников. И именно поэтому Yaksha воспринимаются как цельные, сбалансированные и очень музыкальные в своей подаче наушники, которые хочется слушать долго и не выискивать какие-то нюансы в записи, а просто брать их и погружаться в музыку часами весь день напролет. Но звуковая сцена в Celeste Yaksha отлично вписывается в их общий характер, и она скорее комфортная и собранная, без излишней какой-то наигранной ширины, но при этом достаточно просторная, чтобы музыка звучала уже более естественно и не была, так скажем, зажата у вас в голове. И по ширине сцена получилась умеренной. Ты не чувствуешь здесь какого-то гипертрофированного растягивания инструментов куда-то там за пределы воображаемого пространства, но при этом все расположено так, как нужно. Ничего не сваливается в кучу и не липнет друг к другу, как уже в более простых моделях. И что особенно радует, так это хорошая глубина сцены. И ты чувствуешь, что инструменты и вокал выстроены слоями. Ближе, дальше, чуть сбоку, и каждый элемент всегда занимает четко свое место. И это создает уже такой более правильный эффект погружения в композицию, когда музыка звучит не просто плоско перед тобой, а слегка разворачивается уже в таком небольшом уютном объеме вокруг. И при всем этом разделение планов и инструментов выполнено тоже на очень достойном уровне для такой теплой и пышной подачи. Инструменты здесь не сливаются в один сплошной звуковой ком, даже если трек был сложный и реально многослойный. И ты легко понимаешь отдельные элементы, где звучит гитара, как отдельно дышит вокал и где мягко прорисовывается бас. И все это слушается спокойно, без лишнего какого-то напряжения и попытки раздуть здесь сцену искусственно. И в результате звуковая сцена в Celeste Yaksha ощущается очень уютной и связной. Она точно не стремится удивлять вас какой-то аудиофильской масштабностью, но создает очень правильное пространство с хорошим воздухом и естественным разделением. Все звучит именно так, как должно звучать: комфортно, достаточно объемно и при этом максимально вовлекающе. Ну а вывод у меня получился таков: Celeste Yaksha — это наушники, которые прежде всего цепляют своей цельной и очень комфортной подачей, и они создают атмосферу теплого, насыщенного и
увлекательного звука, в котором все сбалансировано и звучит очень естественно. И это именно та модель, с которой легко можно забыть о каких-то технических нюансах и просто наслаждаться музыкой часами, без усталости и с удовольствием и полным погружением в композицию. И если вам близка такая идея живого, чуть бархатистого, но при этом очень структурного и собранного звучания, то Якша точно способны подарить вам именно то самое теплое и душевное музыкальное настроение, в которое хочется просто брать, возвращаться снова и снова. Поэтому от себя и всем любителям такой подачи звучания точно рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.